И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, 4-й сезон, и 3-й босс уже схватки в осаде. На 3-й день события у нас уже доступен. Давайте посмотрим команды. Вообще босс мне очень даже понравился, потому что все команды, которые у нас есть, они все играют. Почему? Потому что здесь у нас две цели. У нас здесь есть вот эти щупальца, тентакли, или как их там назвать. И есть сама Митрасия. То есть у нас две цели. Соответственно, у нас будет играть здесь Перкунте, у нас будет здесь играть Горение. Сбор я не делал, но я уверен, что он здесь тоже неплохо набьет. Итак, давайте посмотрим босса. Пассивный навык. Герой при простой атаке с вероятностью 100% активируется подмога прикосновения бездны. Прикосновение бездны — это у нас, собственно, вот это вот тентакля. И также у нас здесь видим, что у этого тентакля один навык, и он действует каждые 6 секунд. А навык такой, что наносит урон умертвлением вокруг себя, видим, да? По 3 на 3. В зоне действия накладывает на них ослабление подбрасывания. Использование простых атак и навыков невозможно. Также у него есть пассивный навык. Простые атаки могут с шансом 100% наложить на врага состояние штраф к атаке или штраф к защите на 5 секунд. Ну, штраф к атаке не так уж прям сильно нас, особенно на 5 секунд, да, беспокоит. Но вот штраф к защите действительно может вашу команду сложить. Довольно-таки быстро, потому что урон под штрафом защиты будет очень высокий по нам. Первый навык у нашей Митрасии, темный, которая перешла на темную сторону, наносит урон врагам всем, да, по всей карте. И накладывает бесконечный эффект усиления атаки на прикосновение бездны, который нельзя рассеять. То есть еще будет здесь она наращивать атаку постоянно. Второй навык. Наносит всем врагам урон умертвлением и накладывает бесконечный эффект усиления защиты на прикосновение бездны, который нельзя рассеять. То есть я хотел сказать, зачем ей защита, да, увеличивать, если она как бы бессмертная. То есть очков здоровья у нее нету таких, которые мы можем... Ну, то есть мы его убить не можем. Зачем? А затем, чтобы нам снижать урон. То есть защита будет расти, и, соответственно, мы будем набивать меньше. Награда здесь за прогресс, за все вот это вот, все то же самое. Поэтому давайте уже перейдем к командам. И начнем давайте с команды Ледяного Взрыва. Расстановка у них здесь вот такая, для того, чтобы тентакля, вот это вот щупальце, она бьет в цель и вокруг нее. Соответственно, мы здесь их всех в рассыпную ставим так, чтобы она била одного, но не задевала других кого-то. Митрасия у нас здесь бьет по всему полю, вот так вот хаотично, то одного, то другого, то третьего. И каждый раз будет провоцировать ее удар, да? И, соответственно, накладывать штраф к защите и к атаке она будет всем. Ну, хаотично, опять же. Поэтому здесь бой довольно-таки хаотичный. В том плане, что у нас здесь Финя. Она у нас с посохом без таймингов. Поэтому выживаемость будет такая хаотичная. Соответственно, они будут умирать. Но будут иногда и выживать. И эти, соответственно, бои мы будем выискивать. Она здесь максимально просвещенность. Ну и, соответственно, на остаток здесь защиту, да, выбираем, чтобы она жила получше. Долго и счастливо. Шина у нас здесь обычная. Но она здесь в урон. Ну, как на воронке, я имею в виду. Там никаких нюансов нету. Зорок у нас тоже обычный, полностью в атаку с этим сетом и с органом. Фредгунда у нас здесь с сундуком и с сети кукольника. Тоже обычная. Ну и билдель, соответственно, она тоже обычная. Здесь не нужен никому талант на лечение. Если у вас проблемы с выживаемостью, так как у вас нету фини, либо у вас пробуждения не хватает, там, то есть не хватает, ну, в общем, не хватает, да, живучести. Ну, пробуйте ставить там талант на лечение, там, либо кого-то там в защиту добавлять, то есть вот такие вот вещи. Ну, это банальная вещь, то есть базовая, да, которую, наверное, не стоит проговаривать. Ну и голем у меня здесь вот такой. Если у вас голем плохой, да, то вы можете ставить кота, если у него таланты, либо характеристики получше. Это тоже базовая вещь. Схема снаряжения у нас вот такая. Тайминги вот такие. Почему 17.1? Еще раз проговорю, да. Это потому, что у нас здесь есть баф на ускорение. Давайте посмотрим быстренько, как бой идет. Видим, что здесь штраф к атаке проскочил, здесь штраф к защите. Здесь штраф к защите проскочил. Ну и вот так вот удары будут у нас по всему полю. То туда, то сюда. Видим, что Митрасия бьет везде своими, швыряет козюльками вот этими. И видим, что уже Фредгунда отъехала. Фредгунда словила джекпот. Ну и вот так вот это происходит. Но они у меня выживали. То есть можно найти бой, который будет успешным. В остальном здесь таких нюансов нету. Урон они набивают меньше всего, но тут понятно, здесь они в одну цель бьют. Урон они наносят вот столько, и это самый маленький урон, который у меня был в командах. Следующая команда, она мне довольно-таки понравилась. Это у нас Перкунте. Перкунте, причем я его взял с континентального испытания. Причем вместе с Натаниэлем. Но добавил Роуз. Схема у нас снаряжения вот такая. Тайминги у нас вот такие. Расстановка у нас вот такая. Шейночтан у нас здесь с ребрами. Все так же, да, с сопротивлением. Оно здесь не критично, но оно здесь есть. Благодаря этому у него проблем с выживаемостью не будет. И защиту я ему оставил. Вообще, по идее, можно его в атаку и в просвещенность чуть больше выкрутить. И тогда урон у вас поднимется еще. Я просто не заморачивался. Натаниэль у нас здесь вот такой. Кстати, ему сундук
Здесь не обязателен, здесь ему можно поставить рог. И с ним будет урона еще больше. То есть около 1600, ну то есть 1 600 000 000. Такая вот снаряжение, да, видно, что просвещенность. Ну все то же самое, что было на слиянии. Роуз у нас здесь с этим сетом, с этим эффектом и на разломе. Она здесь занимается лечением, снятием ослаблений, то есть она здесь полезна. И плюс штраф к атаке она накладывает на врагов. Перкунта, обычный перкунта, обязательно ставьте вот эту вещь, потому что она очень неплохо поднимает ему урон. Лучше, чем любой мифик. Арора у нас здесь в урон, с рогами. Если Ароры нет, ставьте Нису, без проблем, то есть никаких проблем не будет. Ну и, соответственно, бой здесь проходит так же. Урон довольно-таки высокий, и за бой у меня получалось 1600, то есть 1 600 000 000. Это очень даже неплохо, очень даже неплохо. Но здесь две цели, поэтому Перкунта здесь вернулся в строй. Показывать здесь нечего, поэтому дальше смотреть не будем. Третья команда, это команда призыва. Она тоже вернулась в строй, но потеряла по пути где-то Эрзеласа. Потому что вариант с Тиамат и Эстайон, он набивает больше урона. Так как здесь двойной получается баф и от Тиамат, и от Эстайон. Плюс ко всему Эстайон, да, у нас с продлением ослабления, она дольше поддерживает у нас разлом. Схема снаряжения вот такая. Ну, она типичная, абсолютно классическая. И тайминги вот такие. Здесь в таймингах есть нюанс. У меня, так как у меня здесь у Тиамат вот эта вот вещь, часто из-за того, что она ближник, да, Лильванис, ее подбрасывают. И тайминги немножечко съезжают, и вручную я поправлял Тиамат, чтобы вот это вот попадало именно на нее. Тогда урона повыше. Иначе урон там на 100, на 150, на 200 может отличаться. Расстановка у меня вот такая. Здесь Эстайон, чтобы била своим навыком, чтобы она себя ускоряла вот этим талантом. У нее здесь я выкрутил ускорение как можно больше. Я ее по таймингам не ограничивал, чтобы она поддерживала разлом дольше. Тиамат вот такая. Лильванис. Ну, обычная Лильванис. Тут вообще нюансов у команды вот здесь вот нету. Кроме вот Эстайон, который ускорение дал и тайминги убрал. А так, видим, что все обычно. Единственное, что, кстати, нюанс небольшой есть. Защиты добавил. Защиты ей добавил. И защиты добавил ей. Так, забыл. Забыл. Вообще ей лучше защиту. Тогда вот эти удары под штрафом защиты от босса, которые нам прилетают, они очень болезненные. Выживать гораздо проще тогда будет. Синтреля. Синтрелю я тоже добавил защиту. Пожертвовал где-то здесь, подождите-ка. Я где-то здесь добавил, короче, защиту ей. Чтобы было чуть-чуть побольше. Иначе, ну, в общем, команде тяжело жить. Если защиты будет минимально. Код тот же самый, что и везде. Ну, бой здесь показывать нечего. Единственное, что я покажу тайминги. Сейчас, когда Лильванис превратится, мы увидим, как тайминги могут съезжать. Тогда урон будет значительно отличаться. Ну, 100-200 миллионов это значительно. Я считаю. Сейчас уже видим, что секунды появились, да? Разрыва между Тиамат и Лильванис. Вот они. Вон уже сколько. И уже Эстайон вклинилась, поэтому я ее вручную вот так вот отключал. Потом выжидал, пока появится Лильванис, да, подойдет, подоспеет. И включал снова. И так вот каждый раз, весь бой, я вот так следил за ними. И тогда у меня получался максимальный урон. Как видим, Эстайон уже умерла, поэтому этот бой мы заканчиваем. Ну и в принципе здесь показывать больше нечего. Это главный был нюанс, который у меня здесь в бою возник. Урон они набивают, как я уже сказал, 1600. Очень неплохой урон. Но надо учитывать, что Лильванис у меня плюс 2. Четвертая команда. Команда неустрашимых. Она у нас здесь 4 ДД. Схема снаряжения видим вот такая. Здесь у нас одна Ацилия справляется. Но я ей дал посох. Также у нее здесь тайминги вот такие вот. Она у нас на авто, понятно. Ну и у команды вот такая. Олень здесь... так, олень. По-моему, они без оленя живут. По-моему, живут. В любом случае, наносят они, конечно, поменьше, потому что здесь две цели. Но в итоге все равно видим, что 1500 они набивают. Расстановка у меня здесь вот такая. Пожалуйста, Ацилия. Максимальная просвещенность и максимально я ей дал ускорение навыков. И вот эту вот вещь тоже. Если у вас все равно плохо живут, можете попробовать дать ей алмаз. Тогда, ну, лечение очень сильное станет у Ацилии, и возможно, что этого хватит. Револ у нас здесь вот такой. Живенев вот такая. Ну, то есть все они обычные. Здесь все абсолютно обычные. И Настенка вот такая. Олень у меня вот такой. Я не помню, еще раз скажу, да, что я не помню, это олень у меня здесь нужен был, либо нет, либо я с котом. В общем, если что, переставите на кота на своего. Ой, не кота, а голема. Либо кота, в зависимости от того, какие у вас там таланты. Сутха у нас здесь вот такая.
Ну и бой проходит вот так вот. Посмотрим сейчас на выживаемость команды. На грани у нас же Венев видим. То есть, когда у нас проходит штрафы к защите кому-то, то удары прям очень сильные. И видим, что проблемы с выживаемостью уже появились. Ну, если оленя убрать, ну, я даже не знаю. Мне кажется, без оленя они не справятся. Нет, наверное, я без оленя не смог. Поэтому он здесь стоит, и поэтому я сохранил эту команду. Если у вас олень с ускорением, это еще лучше. И команда эта, как я уже сказал, набивает там, ну, около 1500, в зависимости от того, ну, какие у вас герои, да, какое у вас снаряжение. И пробуждение, естественно. Следующая команда. Это уже команда разъедания. И начнем с версии с Агоком. Схема снаряжения у нас абсолютно обычная, типичная схема снаряжения. И тайминги у нас такие же, как и были. Я просто взял команду с прошлого босса. Единственное, что здесь проблемы как бы исчезли. Потому что здесь этого нету оглушения, здесь нету вот этого удара постоянного. В общем, и урон более распределен. Поэтому здесь эти команды абсолютно стабильные, стали очень стабильные. Расстановка у меня здесь вот такая. Ну, понятно, вокруг Джорна. Сразу посмотрим бой. Все снаряжение, которое у меня было на прошлом боссе, я оставил. Ничего здесь такого не происходит, просто бьют. Бьют. С выживаемостью у них здесь проблем нету, поэтому здесь дальше показывать нечего. Агок у меня здесь максимальная просвещенность, ускорение навыков можно побольше, сколько получится. Ну и атаки, соответственно. А Джорн с ракушкой, все здесь стандартное, да? То есть осталось как и было. Он у меня везде уже такой. Ускорение Джорну, кстати, тоже можно побольше. Шмыгли, обычные шмыгли. А, кстати, забыл сказать, нет, все-таки здесь поменялось. Здесь вот этот талант я оставил так же, как мы делали на Сигрид. Я оставил вот этот вот талант. Чуть-чуть побольше стало, чуть-чуть побольше. И Сакредея вот этот вот. Вот этот вместо верхнего. Так как у нас здесь цели 2, чуть-чуть побольше урона, чуть-чуть. Хотя в рамках погрешности. Там 50-100 миллионов, что-то такое. За весь бой. Сакредея у нас здесь опять же обычная, никаких нюансов дополнительных. Так, шмыгли показал, руку вот такой. Единственное, что рук у меня не успевал с ускорением 28, а с 42 уже начал успевать. Чтобы еще одну дополнительную ульту, то есть абсолютный навык, сделать до конца боя. В остальном все то же самое. Так, всех показал вроде бы, да, всех показал. Ну, урон вот такой вот, то есть 2 миллиарда они с копейками набивали. Код у меня здесь вот такой. И вариант с рейтой. Все, что тут поменялось, это то, что у рейты ракушка. А в остальном все то же самое, что и всегда. И даже тайминги, можно сказать, одинаковые. Ну, у Шмыгли по умолчанию, хотя там тоже, в той команде тоже разницы особой нет. Что по умолчанию, что 10,5. Поэтому вот так вот. Так, схема снаряжения такая. Расстановка вот такая. Проблем с выживаемостью вообще никаких нету. Рейта у нас одета крит шанс, крит урон, да, на статок атака. Ну и, соответственно, точность. Можно побольше ускорения навыков сделать, чтобы боевой навык накладывал разлом чаще. Рук такой же, как и был. И все остальные такие же, как и были. Можете пробовать экспериментировать, вместо ребер ставить что-то еще. У меня с ребрами получилось больше всего. Ну и боя показывать не буду, потому что там смотреть не на что. Код тот же самый, что и был. Урон наносит у меня максимум нанесли 2250. Я думаю, что можно сделать побольше. Там 2400, может быть даже больше. Я думаю, что и сбор, и аура здесь могут неплохо нанести урона. Может быть даже тень. Может быть. И может быть даже яд. Если у вас уж совсем маленький выбор по командам, ну попробуйте тень, попробуйте яд. Попробуйте ауру, либо сбор. Кто больше всего, я думаю, что сбор с Гладис. И либо аура с Эманлейдой, да, с артефактом. Мне кажется, они будут лидерами по урону. На третьем, наверное, месте будет яд, ну и затем может быть тень. Также вполне здесь, может быть, даже можно попробовать мороз. И я чуть не забыл про вот эту команду горения. Чуть не забыл про эту команду горения. Схема снаряжения вот такая, обратите внимание, континентальное испытание, Continental Challenge, да, сокращенно там. Эта команда просто с континенталки, со слиями. С тем же самым эпиком. Тайминги те же самые, что и были, можете сместить, это такая команда, которую я проверил, увидел, что она работает, подкрутил немножечко снаряжения и все, и сохранил изменения. Поэтому тайминги сместите, и тогда они на один раз больше ударят за бой. Схема снаряжения вот такая, расстановку я делал вот такую. И они могут как на авто, полностью на авто играть, так можете еще и эти вот эпические турельки, вот этим вот зраксом, да, выставлять вручную. Выставлять вручную так, я попозже покажу, чтобы они захватывали обе цели. Тогда получится урона чуть побольше. Не намного там, 100-150, что-то такое, 200 может быть миллионов захватят больше.
Зракс у нас такой же, как и был. Единственное, что ему мы добавили защиты. Потому что здесь урон прилетает очень даже неплохой. И сундук мы сдали ему. Карф у нас здесь с ракушкой. Если у вас Карф тоже плохо живет, можете тоже ему дать защиты. И Дурем. Дурем такой же, как и был на слиянии. То есть максимальная атака, крит шанс 100%, около 100, да, желательно. Точность и критический урон на остаток. Синарел у меня здесь с посохом. С посохом они живут заметно стабильнее. Плюс ко всему, с посохом за счет вот этого эффекта у них урон выше получается. В остальном обычный Синарел. Он у нас здесь в сете кукольника. И Пайкстон. Пайкстон у нас здесь тоже с защитой, чтобы выживать. Урона он вносит не так, чтобы много, а жить ему надо. Поэтому он здесь в этом сете, то есть такой же, как был на слиянии. И давайте посмотрим, как это происходит в бою. Мы берем Зракса. Мы, точнее, ждем, пока сходит наш Карф, он накладывает разлом. И Зракс своим мифическим предметом усиливает следующего, да, кто будет использовать свой абсолютный навык, это у нас Дурем. Соответственно, мы ждем Карфа. И сразу после него, видим, да, нам подсвечивают те цели, которых она задевает. И мы можем задеть либо здесь 2 цели, либо здесь, больше нигде. Вот всего 2 клетки, где мы можем выставлять. И если мы будем делать это вручную, чтобы всегда задевать 2 цели, то, как я уже сказал, на 100, на 150, там что-то такое, миллионов больше будет. Ну а если вам лень этим заниматься, тем более за рейтинг награды так себе, просто ставьте на авто и будет все замечательно. Ждем Карф опять, хоп, сразу после него ставим вот сюда. Турельки он будет разрушать, босс, ничего страшного. Карф, потом ставим. И вот так вот весь бой. Если, конечно, вам не лень. Либо просто ставьте на авто. Урон я набивал вот такой. Очень-очень неплохо для горения, тем более без Ашетиуса. Но есть Пайкстон, да, есть Пайкстон. С Ашетиусом я пробовал, урон хуже. Хуже, чем вот с этим эпическим героем. Ну вот такая вот реальность у нас сейчас, вот такая вот. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.